Добрый день, уважаемые слушатели курса общей инженерной подготовки. Меня зовут Мершавка Анастасия. Я инженер лаборатории прикладных нанотехнологий. Сегодня я покажу, как можно обработать собранные экспериментальные данные и построить по ним график. И все это в питоне. Обработка и визуализация данных – очень важные этапы. Даже если эксперимент прошел удачно, но вы допустили ошибку во время проведения расчетов, то результат будет некорректным, и вы не сможете сделать адекватных выводов. Чтобы снизить вероятность ошибок при обработке больших массивов данных, лучше всего использовать проверенные модули, в которых уже реализованы математические или иные функции обработки. В Python одним из таких модулей является NumPy. Эта библиотека позволяет работать с многомерными массивами данных и матрицами, а также содержит множество высокоуровневых математических функций для операций над ними. Сегодня мы познакомимся с некоторыми ее возможностями на практике. Теперь о визуализации данных. Вы обращали внимание на то, что именно иллюстрации вы замечаете первыми? Любой текст воспринимается гораздо лучше, если добавить график, картинку или гифку. Во время выступлений перед аудиторией ведущие или лекторы демонстрируют именно графические схемы, чертежи и диаграммы, чтобы слушатели быстрее схватывали основные идеи, сразу видели тренды и улавливали зависимости, а также не теряли концентрацию. Если говорить об учебе в университете и научной работе, то при проверке отчетов, курсовых, а также на защите дипломных работ и диссертаций 90% внимания комиссии будет уделено именно построенным по результатам работы графикам, а не текстовым набором данных. Потому что по диаграммам можно быстрее всего разобраться в результатах работы. Поэтому при их построении надо понимать, где и каким образом правильно построить график, как выделить главную важную информацию. В общем, как сделать визуализацию данных понятной и наглядной. Как вы хорошо знаете, диаграммы в основном состоят из 4 элементов: геометрических объектов, точек, линий и фигур, отвечающих за визуальную кодировку данных, системы координат, декартовой, полярной, географической или иных, шкалы, линейной, логарифмической, временной и так далее, и контекста, условных обозначений, подписей, заголовков и прочего. Сравнение и сопоставление может происходить по площади фигур или их высоте, по местонахождению точек, по их густоте, по интенсивности цвета. Думаю, вы сами сможете продолжить этот список, если вспомните, какие диаграммы вы встречали в жизни. К основным типам диаграмм относятся диаграммы линии, то есть графики, диаграммы области, гистограммы, столбчатые или полосовые диаграммы, круговые, секторные диаграммы, радиальные, сетчатые диаграммы, карта-диаграммы и биржевые диаграммы. У всех этих видов, естественно, есть множество подвидов. Говорят, что 60% успеха визуализации зависит от выбора типа диаграммы, 30% от правильного использования и 10% от верного оформления. Как же не ошибиться с выбором? Для начала нужно внимательно ознакомиться с примерами различных диаграмм и выяснить, для каких случаев и данных они подходят лучше всего. На GitHub есть отличная инфографика Visual Vocabulary. Здесь представлены все основные типы диаграмм по категориям, с иллюстрациями и кратким описанием. Например, в разделе «Корреляция» расположены 5 вариантов для визуализации связи, корреляции между некоторыми величинами. Диаграмма рассеяния или точечная диаграмма, столбчатая диаграмма, связанная точечная диаграмма, пузырьковая диаграмма и тепловая карта. Здесь же написано предупреждение. Если не сказано обратного, то читатели будут воспринимать корреляцию как каузацию. Это принципиальный момент. Величины могут коррелировать, даже если между ними на самом деле нет причинно-следственной связи. Например, наблюдается корреляция между ростом продаж мороженого и солнечными ожогами. Но все понимают, что мороженое не причина ожогов, дело в солнечном излучении. Летнее палящее солнце вызывает как повышение спроса на мороженое, так и учащение возникновения случаев ожогов. На подобные подводные нужно обращать внимание во время подбора нужного формата. Чаще всего мы будем сталкиваться с графиками из раздела «Изменения во времени», но все равно очень полезно иметь представление о таком многообразии диаграмм.